Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог, и заодно передаю привет FM с Global сервера. А сегодня мы с вами будем обсуждать фракцию Dominion House, которую откроют на глобале сегодня. Их можно, всех этих героев, призывать с красных шардов, которые нам дают, и у многих игроков были вопросы, куда же эти шарды сувать, почему мы не можем их лопнуть. Вот, пожалуйста, вам начинается целое событие призыва на Dominion House. Плюс, конечно же, с красных шардов мы можем призывать не только этих персов, но еще и лидеров других фракций. Но так как мы сегодня будем обсуждать именно Dominion House, то давайте. А пока мы не углубились в обсуждение, хочу напомнить, что в библиотеке Watchers of Realms, ссылочка появляется сбоку от вас и будет закреплена в комментарии, проходит розыгрыш 10 тысяч виртуальной голды, которые мы 1 сентября разыграем и отправим на аккаунты участников-победителей. Поэтому, чтобы не пропустить, переходите по ссылке и смотрите. Условия, ничего сложного нет. Все просто, кристально, ясно и понятно. Ну, а теперь давайте обсуждать Dominion House. Что можно сказать об этой фракции? Вспоминается анекдот про неуловимого Джо, но если в анекдоте он неуловимый, потому что он нафиг никому не нужен, то персы здесь хорошие, но ты их фиг поймаешь, потому что с красных шардов тебе летит всякая дичь. Выбить легу, ну, сколько я, наверное, штук 80 красных на ПП-сервере открыл. У меня выпал Лугару и выпало Венома. Хотя бы так. Да, здесь мы не сможем выбить никакого Шамира, но поймать Легу отсюда тоже сложно. Как бы и 1%, но из-за того, что шардов мало, шардов вечно не хватает. Конечно, можно купить в донатном паке. Кстати, у нас же повысили сейчас расценки на донатные паки в игре буквально недавно. Что-то там накинули 200 рублей, по-моему, на косарь голды. И теперь, грубо говоря, 1 рубль стоит как 1 голдовая монетка. Поэтому для вас у меня есть спецпредложение по донату. Скидочка 15%. Подробности также в группе. Ну а без доната собрать красные шарды за недельную арену. Можно получить шарды за покупку в магазине арены, за разлом, за дроп с клан-босса. Все, по-моему. То есть так они нигде не валятся, ничего с ними не происходит. Ну иногда в наградах за ивенты. Но тоже сложно, больно и как бы мое почтение. Персы крутые, пару слов о каждом скажу просто и потом покажу короткий видосик. Ган, по-моему, он один из немногих танков, который бьет от своей защиты, причем он бьет массу урона, у него тут 20, по-моему, 5% шанса на массуху, в 300% урона, ну то есть мое почтение, еще и бьет от защиты, то есть можешь стоять, танчить и лупить в ответ. И это пассивка. Владов, шикарная псина на клан-босса, он просто чудесно держит кровь на клан-боссе, это хороший аналог Салазару. Я бы сказал, что это льготный аналог, но фигушки, потому что от Салазара можно выбить с синевы, а Владова только с красных. И также он является эпик-лидером фракции Хаоса. Вообще суть всей фракции в чем? Чем меньше хп у наших персов, точнее ниже 30%, то урон увеличивается на 40%, если лидер Владов, и на 60%, если лидер Ган. Но отвлеклись. Владов, у него есть чудная пассивка, есть 25% шанс каждой атакой нанести массу урон и наложить на всех кровоток. А так как у него на базе double damage идет, в принципе, при хорошем интервале атаки, при хорошей скорости, он держит кровь на клан-боссе постоянно. Плюс на ульте он свою хпшечку преобразует в атаку. То есть он может также неплохо накидывать. Он у меня есть на ПП-сервере, и я его когда-нибудь точно качну, затещу и уже покажу вам, что он может. Лугару. Тоже псина, тоже крутая, у меня на него был обзорчик, ссылочка на обзорчик появляется. Из минусов у него вроде как бы тоже есть кровоток на базе, но у него один удар. Очень жирный минус, на мой взгляд, это активация таланта и активация ульты. Он прям долго размахивается, он прям долго все делает, это прям визуально долго. Поэтому тут как бы, ну, мое почтение, господа разработчики, может ему картинку ускорим, чтобы он хотя бы как-то побыстрее накидывал, потому что прям вот он пока размахнется, пока вот соберется, он как богатырь долго запрягаем, но потом как дадим. Из плюсов у него чудесный просто соло таргет урон, стычки. При лоу хп, если мы его сможем удержать на минимуме его здоровья, то он прям дает колоссальные цифры урона, и криты там у меня вылетали по 400 тысяч спокойно, по разлому по 600. Но из всего этого можно сказать, что он у меня ходит только на арену соло-таргета, потому что он стоит у меня за гневом, который танчит, и Лугарус за спины накидывает по крипу. На клан-боссе, чтобы реализовать его лоу хп, нужно его ставить отдельно от хила, и хил должен быть
Эловин, которая будет подставлять к нему эльфеныша, которого будет иногда подлечивать. Но по-другому держать его лоу хп это прям вот, ну, мое почтение, боль, страдания и что только я не придумывал, пока не появилась Эловин. И ротацию хилов делал, ну, сложно, грустно, одиноко. Но на аренку прям шикарно. Кстати, у всей фракции идет буст на арену, они стоят дешевле на арене. Досоми вроде бы как бы интересный хил, но опять-таки у меня ее нету, я ее не тестил, я не могу сравнить то, что она может хилить, и как только я найду инфу какую-то, или кто-то из вас поделится со мной, то будем уже совершать более подробные разборы этого перса. Валерка, блин, звезда, которую шикарно, просто идеально раскрыл 9-й игрок. Я надеюсь, скоро он зальет видос свой о ней, потому что этот перс у него реально божит и им будет. Она у меня тоже есть, пришла относительно недавно, причем с синего шарда. Но опять-таки скиллы не точены, сама не крашена, стоит уже в коллекции для поддержания штанов и просто до кучи. Но прекрасно себя показывает, поможет убивать 18-го Салазара, кто его еще не смог убить, потому что талант, соответственно, понижение хп, увеличение урона, плюс в момент активации ульты она приобретает неуяз и по ней урон не проходит. Конечно, потом она схлопывается стычки, но на пассивке, если она не ультует, то 6% хп при падении здоровья ниже 30% регенит каждую секунду. Цербер. Ну, Цербер это имба. Имба, базара 0. Маг, урон, АОЕ. На таланте тоже у него водоразложение, которые он пуляет в цель, когда по нему постучать чуть-чуть. В любом случае крутой перс, который помог мне закрыть 1.21, и чуть позже я покажу его в бою вместе с Атраксом. Каэда. Ну, тут тоже такой достаточно забавный маг. Во-первых, он там выпускает всяких этих ветроклювов, буреклювов и остальных вот своих птичек, которые могут бустануть скорость атаки, могут нанести там неплохой урон. Ну и, конечно же, когда кто-то погибает из наших союзников, он наносит, внимание, 50% маг урона одному врагу 60 раз. Из плюсов всей фракции также есть один такой немаловажный момент, что вся фракция Доминион Хауса имеет двойное гражданство, и каждый перс привязан не только к Доминиону Хауса, но еще к какой-нибудь фракции. Например, тот же Саргак, который у нас был на ПП-сервере в момент выхода этой фракции, в момент добавления красных шардов, он был в награде за турнир призыва на всем сервере. И этот глобальный топ-1, прям там были космические цифры, и он был помимо всех плюшек еще и доп наградкой. В принципе, тоже интересный перс, он и кровоток может повесить, а если кровоток висит, то он просто игнорирует защиты 50%, плюс бустит скорость. Если верить описанию, то чем меньше у него хп, тем больше буст скорости в процентном, мать его, соотношении. 1% хп на 10% скорость при прокачке навыка. Тоже не знаю, как это работает, у меня его нету и, наверное, никогда не появится, потому что древние эти красные шарды падают максимально скудно, нищие, их очень мало. Корнелиан. Хил, который может и лупануть пассивочкой, масс уроном 60% всеми врагам, и понижает урон, и ультой дает неуяз цели, у которой хпшка упала ниже 30%, плюс накидывает снижение физ и маг урона на 25, мать его, процентов. Ну, господи же, боже мой. Дурза. Просто шикарный маг, плюс он саппорт, который просто своей пассивкой того же Цербера или Атракса может бустануть на раз-два и повысить им урон до 50%, когда у них хпшка упадет до 30%. Ну, то есть, мое почтение. Недавно вели Ардая, бабца с крутящимися дискообразными клинками, которая может лупануть этими клинками всех, кто находится в ее ранге атаки. Ну и два эпика. Варгус, псина, которая имеет эффект невидимости, а целей слоу хп получают от него 2 тычки вместо одной. По целям с кровотоком ультой будут бить чуть больнее. Также во время ульты снимает инвиз и увеличивает наносимый урон. Ну, то есть, прям вот шикарно. И опять-таки, как я говорил, все персы на арене получают уменьшенную стоимость. Ну, Атракс, что, АОЕшка включается сразу пассивно, аура у него, когда мы его выставляем. Плюс Атракса в том, что у него время возрождения как бы очень даже небольшое, всего лишь 20 секунд. Но с каждой смертью время возрождения увеличивается от таланта, но и повышается урон.
И также у него маг урон. Ну и давайте посмотрим, как можно реализовать в масс уроне эту фракцию. Надо найти какого-нибудь жирненького. Ну вот некто Анубис. Давайте проверим, что мы сможем ему сделать. А не тот ли это Анубис, который у нас является бартендером, или как там его правильно зовут. В общем, вот такая вот у меня команда. 161 тысяча боевой мощи. Цербер, Атракс и голый Владов на подпевках. Анубис сделал прекрасную тактику сыграть через 4 кошмаров плюс Атракс, который будет давать АОЕшку. 3 кошмара будут стоять на земле, держать перед фонтаном всех. Хасу будут наваливать. И посмотрим. Как бы, ну вот я выставил сразу 2, потому что у них очень дешевая стоимость выставления будет. И как бы, ну все, тут уже ГГВП, потому что сейчас у меня сработает пассивка от ауры, от лидерки Владова. И Цербер под ультой будет прям, ну, давать очень больно, очень часто, очень всем. Ну и как бы вот все, типа, пришел, увидел, подмагнул. Да, бесспорно, Цербер топ одет, Атракс более-менее одет, но в любом случае, тут чтобы не говорить, но и Анубис, там какой там у него уже уровень, тоже стопудово он не с голой жопой на ежа полез. Ну, в принципе, вот такой вот рок-н-ролл мы увидели, поэтому делитесь в комментах, кто что выбил с древних красных шардов. Интересно посмотреть на ваш дроп, пишите в группу, просто хвастайтесь скринами, все будем обсуждать, все есть для этого, все условия пообсуждать, поделиться персами, попридумывать стратегии. На этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!